Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, подписчицы и зрительницы канала. Меня зовут Елена Ермина. Спасибо, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео до конца. Сегодня мы с вами свяжем красивый, замечательный, универсальный ажурный узор. Узор вяжется крючком. Данным узором связан летний жакет, который вы видите на главном фото. Фото я взяла из свободных источников на просторах интернета. Данная модель жакета связана с точным рукавом. Схемы по вязанию вы найдете в конце видео. Я с удовольствием поделюсь с вами ими. Также узор подходит для вязания кофты, жакета, кардигана, регланом сверху вниз. Данный узор очень легко и просто вяжется. Состоит из 4 рядов. Данным узором можно вязать не только из летней пряжи, но также пряжи, в составе которой содержится шерсть, мохер, ангора. Пряжу для вязания я выбрала Анна 16, в 100 граммах 530 метров. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок от торговой марки производителя Сиам. Номер цвета 372, белоснежный от Белка. Крючок производитель рекомендует номер 2, 2,5. Я буду вязать крючком номер 2. Пряжу я заказывала в интернет-магазине Пряжа Сум. Ссылочку на магазин и на пряжу я оставлю, как всегда, в описании под этим видео. Также хочу поделиться своим промокодом на скидку в размере 5%. Ссылку на промокод я оставила также в описании под этим видео. Данная пряжа идеально подходит для вязания летних вещей и тонких ажурных узоров, которые прекрасно смотрятся в летних изделиях. Она мне очень нравится, и я часто из нее показываю вам мастер-классы. Я буду вязать вот по этой мини-версии схемы. Давайте немножко разберем схему, и я вам покажу принцип вязания узора. Набираем цепочку из 33 воздушных петелек. Раппорт состоит из 8 петелек в ширину и 4 ряда в высоту. Потом эти 4 ряда все время повторяются. Принцип вязания не очень сложный, но узор очень-очень легко вяжется, и также этим узором можно вязать изделия регланом сверху вниз. С вами вязать прямыми и обратными рядами, а также он хорошо вяжется по кругу. Набираем цепочку из 33 воздушных петелек, плюс 1-2 петельки я набираю дополнительно для удобства вязания. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираю 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. От конца цепочки отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаю 1 петельку цепочки, в следующую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю 1 петельку цепочки, в следующую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю петельку, в следующую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. И таким образом вяжем до конца первого ряда. Связала первый ряд узора, и с учетом 4 петелек подъема всего должно быть связано 17 столбиков с одним накидом. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 столбиков с одним накидом. И раппорт у нас состоит из 8 петелек. Давайте посмотрим, откуда начинается раппорт. Первая петелька раппорта столбик с одним накидом. Далее отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть раппорт заканчивается после 4-го столбика с одним накидом и 1 воздушной петельки.
Основа раппорта 8 петелек. Приступаем к вязанию второго ряда. Все четные ряды вяжутся по изнаночной стороне узора, все нечетные по лицевой стороне. Одна воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на изнаночную сторону, вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю один столбик без накида. Вот этот первый столбик без накида — это у нас начало первого раппорта. Провязываю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Накид на крючок 1. Пропускаю один столбик, вершину третьего. 1, 2, 3. Провязываю 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. На крючке 4 петельки, соединяю их при помощи рабочей нити в одну. 3 воздушных петельки. В эту же вершину третьего столбика предыдущего ряда провязываем точно такой же элемент. 3 полустолбика с одним накидом, с общей вершиной и с общим основанием. 4 петельки на крючке, соединяю их вместе. 1, 2, 3. Все, связали мы с вами один раппорт. Закончили вязать один раппорт. Далее пропускаем столбик с одним накидом и вершину следующего провязываем столбик без накида. Столбик без накида — это начало вязания второго раппорта. 1, 2, 3 воздушных петельки. Пропускаю столбик с одним накидом, вершину следующего провязываю 3 полустолбика с одним накидом, с общей вершиной и с общим основанием. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В эту же вершину вяжем еще 3 полустолбиком с одним накидом, с общей вершиной и с общим основанием. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаю столбик, вершину следующего вяжем уже один столбик без накида. Это начало третьего раппорта. Далее вяжем, повторяя раппорт до конца ряда. Связала я в ширину 4 раппорта. Будем считать вот эти цветочки. 1 цветочек, 2, 3, 4. 4 раппорта из 8 воздушных петелек. И заканчиваем ряд. После 4-го элемента провязываю 1, 2, 3 воздушных петельки, отсчитываю одну петельку, в следующую, во вторую петельку провязываю один столбик без накида. Приступаем к вязанию третьего ряда. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки, разворачиваю вязание на другую сторону. В арочку цепочки из 3 петелек вяжем один столбик с одним накидом. Таким образом можно связать для удобства и быстроты вязания. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем один столбик без накида. Далее мы вяжем 3 воздушных петельки. В эту же арочку цепочки вяжем второй по счету столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Провязываем второй по счету столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В арочку цепочки мы вяжем с вами один полустолбик с одним накидом. 2 петельки на крючке. В следующую арочку цепочки вяжем второй полустолбик
с одним накидом. Уже 3 петельки на крючке, соединяем их вместе. При помощи рабочей нити в одну. Связали 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Закончили вязать раппорт. Приступаем к вязанию следующего. Вяжем 1, 2, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Сдвигаю вязание. В эту же арочку провязываю второй по счету столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же арочку провязываю 3 столбик без накида. Здесь вот, кстати, тоже было связано 1, 2, 3 столбика без накида. Поближе покажу вам. И давайте закончим вязать второй раппорт. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. И покажу вам еще один принцип вязания. Вы можете связать один полустолбик с одним накидом во вторую петельку цепочки. Первая, вторая. Провязываем один полустолбик с одним накидом. Далее отсчитываем первая, вторая петелька. Провязываем второй полустолбик с одним накидом. 3 петельки на крючке, соединяем их вместе при помощи рабочей нити в одну петельку. И мы связали 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Связали 2 раппорта и продолжаем вязать. Вот при таком способе вязания у нас столбики с одним накидом, они получаются зафиксированы. А если вязать за основание арочки, то они более подвижные и можно их перемещать по этой цепочке. Каким способом вязать, решаете вы сами. Можно 2 способами, и от этого принцип вязания и внешний вид узора, он не особо меняется и визуально не заметен. Если присмотреться, то особой разницы я не вижу. Провязала я 4 цветочка и заканчиваем вязать ряд. Набираю 1, 2, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 3 петелек провязываю 1 полустолбик с одним накидом. И в вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываю второй полустолбик с одним накидом. Соединяем 3 петельки вместе. И у нас получилась одна. Давайте посмотрим узор поближе. Вяжем 4-й ряд узора. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и вершину столбиков, связанных вместе, вяжем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Вершину либо место соединения столбиков провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В это же место соединения столбиков в предыдущем ряду провязываем по счету 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И в это же место провязываем 3 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. Вместо соединения столбиков, связанных с общей вершиной, провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Сюда же вяжем 2 по счету столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И провязываем 3 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Следующую вершину столбиков, связанных вместе, вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же вершину провязываем 2 по счету столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И вяжем 3 столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушных петельки.
Теперь вместо соединения столбиков в конце ряда вяжем один столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и заканчиваем ряд. В это место я провязываю еще один по счету второй столбик с одним накидом. Связали мы с вами один раппорт в высоту. Основа раппорта 8 петелек в ширину и 4 ряда в высоту. Сейчас вот этот узор из 4 рядов вы все время повторяете до конца вязания, до нужной вам длины. Сейчас я вам покажу, каким образом перейти к вязанию второго раппорта, и свяжем мы с вами. По счету это у нас будет 5-й ряд, либо 1-й ряд второго раппорта. Вязать 5-й ряд я буду по принципу вязания 1-го ряда. Сейчас я вам покажу 2 варианта вязания 5-го ряда. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину 1, 2 столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Как бы вязала я вяжу очень быстро, просто, и нравится мне вязать таким способом. Я провязываю 1 столбик с одним накидом, за арочку захватываю рабочую нить и вот таким способом провязала по счету 1, 2, 3, 3-й столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Далее мы вяжем с вами вершину столбика с одним накидом, 1 столбик с одним накидом. По счету это будет у нас 4-й столбик, 1 воздушная петелька. Следующую вершину столбика провязываем 1 столбик с одним накидом, это у нас 5-й, 1 воздушная петелька. Следующую вершину столбика вяжем 6-й столбик с одним накидом и 1 воздушная петелька. Еще покажу второй способ вязания. Отсчитываю 1-ю петельку, в основании 2-й провязываю 1 столбик с одним накидом. Вот так вот можно еще связать вот этот ряд. Какой способ вам выбрать, вы решаете сами. 1 воздушная петелька, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Следующую вершину столбика провязываю столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину столбика провязываю столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. За арочку захватываю рабочую нить, провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И вот таким образом мы вяжем с вами до конца ряда. Это у нас 5-й ряд по счету, либо 1-й ряд второго раппорта. Раппорт у нас состоит из 4 рядов в высоту. Давайте с вами заканчиваем вязать ряд. В вершину столбика провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и здесь я отсчитываю 1, 2, 3 в 3-ю петельку подъема от начала 1, 2, 3 и вяжем еще 1 заключительный столбик с одним накидом. Давайте посчитаем с вами, сколько столбиков должно получиться в 5-м ряду с учетом петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Обязательно проверяем. То есть в 1-м ряду у нас было 17 столбиков с одним накидом. И в 5-м ряду тоже 17 столбиков с одним накидом. Посмотрите, какой красивый узор получается. Далее вы для удобства можете перемотать видео на начало вязания 2-го ряда, там, где мы начинали вязать цветочки, и вяжете со 2-го по 5-й ряд включительно. То есть у вас будет
раппорт начинаться сейчас. Продолжите вязание со 2 по 5 ряд. Если вы не умеете читать схемы, то вяжите по моему видеоуроку. Таким образом смотрится у нас здесь вот получается у нас лицевая сторона узора. Вот если мы начинали вязать, то первый ряд мы вязали по лицевой стороне. Посмотрите, как смотрится узор. Это так как мы вязали с вами поворотными рядами, то я бы считала, что это изнаночная сторона, а вот это лицевая сторона, потому что здесь главные элементы, цветочки, основные элементы, они должны смотреться по лицевой стороне, несмотря на то, что это изнаночная сторона узора. Я бы выбрала лицевой стороной в данном случае как бы изнаночную сторону узора. Так, на мой взгляд, узор смотрится с этой стороны гораздо интереснее. Но это касается только случая, если вязать прямыми и обратными рядами. Если вязать узор по кругу, то узор будет смотреться гораздо симпатичнее, милее и интереснее. Давайте еще раз поближе покажу. Надеюсь, вам узор понравился, и вы возьмете его себе в копилочку. Он легко вяжется прямыми и обратными рядами. Также можно вязать по кругу. Можно вязать по кругу поворотными рядами. И также прямым полотном кофточку можно связать всточным рукавом, либо регланом сверху вниз. Очень будет красиво смотреться данный вид узора, если вы свяжете его сверху вниз. Цветочки будут смотреться вот таким образом, перевернутые к низу. На мой взгляд, тоже смотрится узор довольно-таки неплохо. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь для вас практически каждый день снимать видеоуроки, обучающие мастер-классы по вязанию крючком и спицами. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на своем канале. Всем пока-пока. До новых встреч. С вами была Елена Ермина.